Всем привет! После нашей насыщенной прогулки по Мацушиме мы с дочкой отправились в один из лучших отелей премиум-класса во всей Мацушиме – Мацушима Ичинобо. Вот нас привезли на шаттл-басе, и мы идем устраиваться. По моим анализам и отзывам путешественников, эта пятизвездочная гостиница по праву удерживает звание лучшей на этом побережье благодаря своему невероятному сервису и кухне. Добраться сюда очень просто. Отель предоставляет бесплатный шаттл-бас, который встречает гостей прямо на станции. Наш отдых начался с приятного чек-ин на лобби вот здесь, где нам очень вежливо и подробно рассказали о всей структуре гостиницы и выдали ключи. Бронировала я этот номер напрямую через официальный сайт отеля, и за одни сутки в будний день мы заплатили около 80 тысяч йен. Давайте вместе зайдем в наш номер, посмотрите, какой он просторный, светлый и как здесь тонко сочетается современный комфорт с традиционным японским минимализмом. А вид из окна на залив с соснами просто завораживает. Главная фишка Мацушима Ичинобо – это система «все включено» – all inclusive. Но забудьте про привычный турецкий формат. Здесь это возведено в абсолютный культ эстетики и качества. В стоимость проживания уже входит абсолютно все. Напитки в лаунже, закуски, мороженое, посещение горячих источников, музей стекла. Мы дальше, кстати, пойдем в музей стекла. И даже вечерний концерт. Для тех, кто ценит хороший алкоголь, здесь настоящий рай. В ресторане и баре работает собственный винный погреб. Местное премиальное саке, разливное пиво, вина. Здесь даже есть сомелье, который вам поможет подобрать необходимый алкоголь, вино. И все это хранится при строгом температурном режиме и доступно гостям без ограничений. Мы с дочкой не пьем алкоголь, но масштаб коллекции и уровень сервиса действительно впечатляют. Кстати, выезд здесь максимально удобный. Сделать быстрый чекаут можно самостоятельно на специальном автомате у входа, оплатив все картой, как я и сделала. И что еще меня отдельно покорило, отель очень заботится об экологии. Даже зубные щетки в номере сделаны не из пластика, а из натурального дерева, чтобы не вредить природе. Очень приятная забота о планете. Несмотря на то, что мы приехали в будний день, к моему удивлению, в отеле было довольно много людей. И в основном это сами японцы, которые знают толк в хорошем отдыхе. В отеле 2 термальных комплекса. Один расположен на 5-м этаже. Оттуда открывается панорамный вид на море прямо во время купания под открытым небом. Второй на 1-м этаже в окружении зелени сада. Кроме того, есть отличная сауна, спа-центр с массажем и процедурами эсте, а также гамбайоку – японские детокс-ванны на горячих камнях. Сервис и чистота тут просто космического уровня. Но мы сначала пошли вот сюда, дочка показывает, в музей стекла. Здесь прям есть музей стекла, и кто останавливается, может пойти бесплатно. Термальные комплексы и горячие источники я вам покажу в следующей серии. Прогулявшись по великолепному водному саду отеля, мы пошли в местный музей искусства стекла, но я покажу вам его в следующей серии. Сейчас вот мы пришли на лобби, и здесь в течение всего дня работает уютный лаунж со специальной стойкой. Сейчас я вам ее покажу. Здесь можно бесплатно, вот здесь можно бесплатно пить чай, кофе, соки и угощаться сладостями. А соки вот свежий сок манго и сок винограда. Тут можно посидеть, посозерцать на залив. И сейчас еще вам покажу местные японские сладости и вот печенье. Это европейские. И вот здесь можно посидеть, отдохнуть. Посмотрите, как хорошо. Народу немного. А вот это эти как подушечки в виде устрицы.
этой дочке очень понравились. И дочка, она меня все упрашивала купить себе в подарок. Я потом заказала в интернете, купила эту подушечку с устрицей. У нее у знакомой девочки есть такая же. И вот мы сейчас подходим к магазину сувениров. А здесь вот прямо это ресторан. В магазине сувениров можно найти уникальные вещицы ручной работы и гастрономические сувениры со всего региона Тохоку, то есть северного региона. Сейчас немножечко покажу вам. Мы не стали покупать сувениры в Мацушиме, потому что мы дальше едем на север в регион Аомори, и это не очень удобно таскать с собой сувениры. Но потом я купила много сувениров в Аомори, потом буду делать видео отдельное, что мы там купили. И вот по Мацушиме я купила дочке эту подушку в виде устрицы, от которой она была вообще в восторге. А теперь приготовьтесь, мы идем на ужин. И это то, ради чего сюда стоит приехать хотя бы раз в жизни. Ресторан-отель знаменит на всю Японию своей кухней. Здесь на входе вам дают меню японского и французского ужина. Вы можете попробовать их оба. И можно сказать, здесь соединяется французская изысканность и японские традиции. Зал ресторана украшает огромная динамичная фреска художника Хидеки Кимуры с рыбами и фруктами региона Тохоку, региона севера. Сейчас эта фреска будет, вы ее увидите. Вот она. И я хочу донести до вас главное, это необычный шведский стол, это полноценный высококлассный ужин уровня хорошего мишленовского ресторана, где соединились изысканный французский сет и традиционный японский сет. Как это работает? Вы не берете еду сами из общих подносов, прямо перед вами стоят шеф-повара за открытой кухней. Вы выбираете блюдо из меню, которые вам дали на входе, и говорите, что вы хотите. И шеф тут же при вас виртуозно его готовит и собирает индивидуальную, невероятно эстетичную порцию на красивой тарелке. Это выглядит очень изящно и безумно вкусно. Отель невероятно строго следит за качеством продуктов. Все ингредиенты экологически чистые, выращенные без химии и тщательно отобранные местными поставщиками. Практически все блюда здесь без искусственных добавок. Единственным исключением во всем меню была ветчина, где по технологии допускаются добавки, а все остальное стопроцентный натуральный экопродукт. Из того, что нам запомнилось больше всего, свежайшие сашими, которые буквально таяли во рту, сочная мраморная говядина и совершенно потрясающий лосось с устрицами под нежнейшим белым соусом на основе сливочного масла. И еще здесь подают суп из мягкотелой черепахи. Это вообще деликатес, ее называют суппон. Это не просто экзотично, но и невероятно полезно для здоровья и красоты кожи. На десерт мы побаловали себя нежнейшим крем-брюле и тарелкой благородных сыров. Моя дочка еще маленькая, поэтому такой огромный объем изысканных блюд она осилить не смогла. Хотя я тоже все не попробовала, не смогла осилить. Но зато она осталась в полном восторге от свежайших сезонных фруктов. Особенно от сочной, сладкой черешни. Мы ушли с ужина в абсолютном восторге. Кстати, полное меню этого невероятного вечера я поставила в описании к этому видео. Кому
интересно, посмотрите. И еще раз повторюсь, можно пробовать оба меню, и французский ужин, и японский ужин. И вы просите шефа, подходите, там написано у каждой стойки, где какое меню, просите шефа приготовить, и вы можете даже по несколько раз подходить и просить, если вам понравилось что-то. Вроде бы японцы такие худые, а так много едят, можете подумать вы. И я тоже уже живу здесь 33 года, и я уже тоже стала как японка. То есть они не едят так часто, постолько, но вот они делают себе такие праздники, то есть себе или в честь чего-то, или еще просто. Но обычно так много они не едят, и я тоже. Именно когда вот ездишь в путешествие или еще какой-то праздник, хочешь себя порадовать. А потом, когда я вернулась домой, я устроила себе диету, разгрузочные дни. Также делают и все японцы. И скажу вам, я с дочкой не смогла осилить все эти меню. Мы, конечно, покушали, что нам больше всего приглянулось. Но если кто любит много покушать или выпить, да, и мы не пили алкоголь, здесь такое богатое меню, то я думаю, хотя японцы многие выпивают, особенно пиво они любят, и я думаю, понравится и выпивать, и кушать тоже. Кстати, если вы не останавливаетесь в отеле, вы можете забронировать этот ужин отдельно за 17 500 йен, а завтрак за 5500 йен. Поверьте, эта кухня стоит каждой йены.
После такого грандиозного ужина нас ждал идеальный вечер. Мы спустились в лобби, где горел мягкий свет, а приглашенная пианистка скоро будет играть невероятно красивую расслабляющую музыку. Но концерт еще не начался, и поэтому мы решили отдохнуть в номере, потому что мы переели, и нам уже было плохо. После концерта мы пойдем в спа и в горячие источники, и только потом будем готовиться ко сну. Это был по-настоящему безупречный день отдыха в одном из лучших мест Японии. На островах Мацушимы мы столько всего посмотрели, и эта гостиница шикарная, и нам все понравилось. И если вы хотите подарить себе и своим близким незабываемый уикенд, где вас окружат заботы премиум-класса, Мацушима Ичибо, этот отель однозначно стоит каждой потраченной йены. Спасибо, что провели этот день с нами. Я ставлю влоги про Японию каждую неделю. Кому интересно, подписывайтесь. В следующих сериях я покажу вам музей стекла, который находится прямо здесь. И еще, конечно же, горячие источники и наши завтраки. И вот так каждый день в панорамном лобби проходят бесплатные вечерние концерты живой музыки, скрипка, рояль и саксофон. И на этой прекрасной музыкальной ноте я завершаю сегодняшний влог. Пусть этот вечер подарит вам столько же тепла, сколько подарил нам. До новых встреч, друзья! Пока-пока!